привел себя в порядок, покушал и выезжаю сейчас с Денвера. Пробки будут. Здесь это привычное дело. Но самое интересное, я сейчас буду ползти по горам на фуре. Правда пустой, но места красивые. Все увидите. Вот она причина неприятностей. Поцеловались или поломался. Не, он просто поломался. Это центр города Денвер. Туда мы точно суваться не будем. Высота 10 тысяч футов. Больше 3 километров. Еще 2 раза по столько же можно встретиться с самолетами. Вот так вот нагло тенечек встал. Пойду регистрироваться. Время. Управились за час. Пойду взвешусь, правда, весы платные, но взвеситься надо. Он там сигнализирует. Красный. По осям взвешивает по очереди. Давай зеленый. Так, и теперь общий вес. Хорошо. Чуть-чуть перевеса. Перевеса на меньше, чем на 20 килограмм. Это, в принципе, не критично. Критично вот эти значения. 36 на трейлер давление и 32 тысячи на ведущую ось. То есть мне нужно сейчас будет двигать ось так, чтобы эти значения были не больше, чем 34. В общем, посмотрим. Может, попрошу, чтобы разгрузили полпалета. Дальше будет видно. Все-таки 20 мешков будем убирать. Это примерно минус 1000 паундов, где-то 500 килограмм. В этом случае должно быть все нормально, и я смогу оси подвинуть достаточно комфортно для себя. Проверяем, чтобы все пины были на месте. Это очень важный момент, потому что трейлер может уйти с рельс. Так, на месте, на месте. Теперь пойду взвешиваться. Повторное взвешивание будет бесплатно. Я просто должен ввести код, который у меня на талоне с моим весом. И все. Все, отлично. Покушал в этом китайском ресторанчике. Неплохо покормили. Ну и теперь сытый, довольный. Трогаюсь.
автомагистраль, это обычная дорога, которая пересекает мелкие города, деревни, поселки. И я люблю по таким дорогам ехать, потому что ты видишь, как люди живут, ты проезжаешь мимо интересных мест, потому что на автомагистрали все однообразно, все скучно, все одно и то же. Я сейчас еду по 70-й дороге штата Канзас. Мне очень нравится здесь ехать, потому что это один из самых спокойных участков, которые я знаю. Движение не интенсивное, машин очень мало на дороге. 1000 километров ты спокойно едешь. И просторы здесь просто шикарные. Смотришь на эти все поля, смотришь на этот весь урожай, который собирает или сеет. Но зимы здесь могут быть очень коварными, потому что снег с полей ложится на дорогу, ветром сильным наметает. Фуры и весь трафик, который едет по этому снегу, утрамбовывает его, и получается достаточно коварный гололед. Вплоть до того, что иногда приходится и закрывать всю автомагистраль в оба направления. Зарегистрировался на security, дали мне дверь 106-ю, но предупредили, что возможно там еще трейлер. Так что, может быть, придется подождать пару минут. Нет, свободна моя дверь. 106-я. Все, я загружен, едем на Техас. Пока еду, макарошки себе варю. Остановился я на свой получасовой перерыв. Обойду трак, проверю и сяду покушаю. Посмотрю, чтобы все лампочки горели. А то бывает,
что-то сгорает, а потом на весовой тебя останавливает и давай инспекцию полностью делать. Температура в трейлере тоже в порядке. Выставлена на 27, но режим старт-стоп. То есть как только температура на плюс 5 поднимется по Фаренгейту, сам юнит начнет работать и понижать температуру до 27. Все лампочки горят. Со спокойной душой можно приступать к ужину. Стоп. Авария только что произошла. Буквально вот 3 минуты назад. Из-за поворота мы летим все, и хорошо, что рация была включена, и по рации предупредили. Потому что если бы по рации не предупредили, мы тут 2 трака летели, могли бы сейчас вмазаться в эти 2 стоящих трака. С водителем все в порядке, но трейлер его заблокировал полностью дорогу, поэтому придется ждать, когда его эвакуируют. Сейчас он будет организовывать эвакуацию трака. Убедиться, что все в порядке с водителем и пассажиром. Ну а дальше будет освобождать проезд. Дядька ходит, всех будет. Сейчас будут запускать. Вот все на горизонте, вот трак оттаскивает. И сейчас мы поедем. Я приехал на выгрузку вовремя. Очень надеюсь, что быстро разгрузят, потому что нужно успеть на загрузку. Мне аж в Арканзас ехать. Часов 5-6. Так что, надеюсь, они быстро работают. Хотя я здесь был как-то давным-давно. Но не помню, как быстро, не быстро мне разгрузили. Зарегистрировался в офисе, дали мне 12-ю дверь. Но сказали, что там еще трейлер находится у дверей. Должен отъехать. Так, 15, 14, 13. Оу. Пропустил. Не в ту сторону смотрел. 14, 13. Вот она, моя дверь. Пойдем заезжать. Надо включать 20-ю передачу и лететь в Арканзас. Надо успеть ночью загрузиться.
курицей. Поехали. Да, в Техасе, конечно, аварии это не редкость. Здесь надо быть предельно осторожным. Много машин, большой поток, все торопятся. В Далласе 5 вечера сейчас, начинается жуткий трафик, жуткий час пик. Поэтому я скорее должен отсюда убраться. И хорошо, что компания, где я разгружался, находится на окраине города. Поэтому я должен, в принципе, спокойно выехать из него. Ехать более 300 миль. И вы спросите, а почему же такие большие порожниковые расстояния? Дело в том, что в Даллас грузы есть и неплохо платят. А из Далласа или из района Далласа, там плюс 150-200 миль, ничего толком подобрать нельзя. Это надо либо ехать на границу с Мексикой, а это достаточно далеко, и оттуда что-то брать. И то не факт, что возьмешь что-то нормально. Либо ехать в тот же Арканзас или в Оклахому. Но так как у нас есть контракт с птицефабрикой в Арканзасе, поэтому меня отправили туда. И есть смысл туда ехать, даже с учетом этих пустых миль, потому что в итоге на круг все равно выйдет нормально. Я подъезжаю к месту загрузки уже начало 12-го. И, к сожалению, на территории этой птицефабрики снимать вообще запрещено. Поэтому кадров оттуда никаких не будет. И я планирую загрузиться мясом и остаться там ночевать. И уже с утречка буду выезжать. Потому что нет смысла мне сейчас куда-то ночью пилить по этим деревням до 40-й магистрали. Поэтому спокойно там переночую и утром, не торопясь, отправлюсь в пункт назначения. Вчера мне вечером достаточно быстро загрузили, но, как я и говорил, снимать на территории вообще запрещено, так что съемок оттуда не было. Никуда я уже вчера не выезжал, так и остался на компании ночевать. Хорошо поспал, выспался. При выезде с компании у них весы есть. Проверил свой вес. Я совсем не тяжелый, общий вес 73 тысячи фунтов. Проехать надо 650 миль. Это легкий режим, скажем так. Это чуть больше, чем 1000 километров. Сейчас 10 утра. Показывает, что в 8 вечера я буду на месте. Ну, по факту буду чуть позже, потому что надо будет остановиться и покушать, и заправиться. Так что едем не торопясь. Я не знаю почему, но каждый раз, когда я вижу эти бревна, я вспоминаю фильм «Пункт назначения». Это контролируемый пожар, специально поджигает уже после того, как урожай убрали. Делаю себе обед. Рис уже закинул в воду. И курицу. Приготовим на пару.
Пароварка — это, конечно, незаменимая вещь у дальнобойщика. Теперь, пока я буду ехать, минут так 30-40 это все будет готовиться. Все готово. О, красота. Красота. Мясо и рис. Еще и салат себе нарезал. Ползем еле-еле. Там ремонт впереди. Я добрался. И вы знаете, что самое забавное в этом рейсе? Что я выехал из Денвилла, я там загрузился, и разгружаться буду в Денвилле. Это два города разных, в двух разных штатах. Денвилл, Арканзас и Денвилл, Иллинойс. Я сейчас в Иллинойсе. Я приехал на 1:20 раньше назначенного времени. Смотрю, траки уже разгружаются. Ну, в крайнем случае, подожду немножко, мне на 1 назначено. В лучшем случае, меня сразу начнут выгружать. У парнишки проблемы со сцеплением. У него трак дергается. Я подошел к нему, думал, помощь нужна, мало ли, не может справиться с управлением. Может, новичок какой-то, может, первый раз вообще в рейс самостоятельный. Говорит, нет, сцепление полетело. Ну, там слышно, как оно кряхтит. Вперед вроде нормально, а вот назад дергает. Справился, молодчина. Только выровняться надо теперь. И все. Новый день наступает. Выспался я сегодня очень хорошо. В тишине, в покое. Никаких тракстапов, никаких гудящих траков. Прямо возле кукурузного поля. Да, вот иногда периодически поезд своим гудком был слышен. В целом день начинается неплохо. Сейчас собираюсь ехать в Южный Иллинойс, в Кобден, куда мы обычно ездим. Быстро проверю трак и в путь. Когда меня ночью разгружали, произошла небольшая нестыковка по документам. Дело в том, что компания заказала 1000 коробок куриного мяса, а они выслали всего лишь 900. Ну и документы дали лишь на 900 коробок. Поэтому мне, когда выдавали назад после разгрузки документы, так и написали, что было заказано 1000, но привезли 900. Моей вины здесь нет никакой. Поэтому проблем с этим не было. Но одну коробку они забраковали, потому что она была почему-то примята или прижата. Но это, скорее всего, это во время разгрузки произошло. Она, видимо, упала у них с погрузчика. Ну и решили списать это на перевозку. В принципе, с этим тоже проблем нет, потому что это всего лишь одна коробка из 900 привезенных. Я сообщил об этом брокеру. Они там по цепочке сообщили клиенту. Такая процедура. И буквально минут через 5-10 получил сообщение, что либо выкинуть, либо пожертвовать какую-то организацию. Ну, я выкинул, потому что ради одной коробки я не буду никуда ездить. Выслал им фотографию этой коробки, вот ее сейчас сможете увидеть. А за перевозку груза они в любом случае заплатят в полном объеме.
Правда, загрузили меня, конечно, смотрю, весело. Даже сейчас показывает прибор, что чуть-чуть перевес у меня есть на ведущую ось. Наверное, надо будет на весах все-таки проверить вес. Пойдем проверим груз. Конечно, когда вес превышает больше, чем 40 тысяч фунтов, обычно они не грузят такое количество палет, то есть остается в хвосте больше пространства. Но сошлемся на то, что палеты не полные. Поэтому надо будет обязательно взвеситься и проверить. Все, пломба так защелкивается. Обычно загибаю. Теперь можно ехать. Взвешиваемся. То есть перевеса у меня нету общего. 77 тысяч. Надо немножко сдвинуть ось трейлера вперед. Потому что перевес, чуть-чуть перевес идет на ведущую ось. Я специально не заправлялся, потому что не был уверен по поводу моего веса. Но сейчас вижу, что у меня вполне комфортный вес и достаточно места для солярки. Так что заправлюсь сейчас и потом сдвину немножко ось. Я заправился, сдвинул ось и взвесился второй раз. Сейчас покажу, какой у меня вес сейчас. Теперь все отлично. Я стою у ворот дистрибьюторского центра Walmart, впереди меня несколько траков на регистрацию. Вот жду своей очереди. И сейчас 3 часа ночи, а я ужасно не люблю в такое время, когда назначают аппоинтменты. Пусть это лучше будет 11-12 ночи или там 5-6 утра, но 3 часа это разбитый сон. И не лечь поспать толком, и проснуться слишком рано. Мой трейлер уже в дверях. У этого Walmart такие правила. Нужно запарковать трейлер, отцепиться и тягач на стояночку отдельно поставить. Это сделано в целях безопасности. Я пустой, разгрузился. Около 7 утра сейчас. Надо лететь на следующую мою загрузку, потому что там должен быть 8, но 8 я уже никак не успеваю. Думаю, в районе 9 утра буду на месте. Поэтому лечу. Oh shit. Motherfucker. Halloween. Nice, bro. Thanks. Nice, very nice. That's video. Вот юмористы, а?
Так инфаркт получить можно. Ладно, я не пуганый, но попадется какой-нибудь со слабым сердцем. Хэллоуин на дворе. Молодцы, развлекаются. Обычно после разгрузки в Walmart я еду пустым в город Крит, Небраска, на погрузку следующую. Ехать пустым 4 часа приходится. Но сегодня диспетчеры так переиграли, что мне нужно 2 часа проехать пустым, загрузиться по пути мясом и 2 часа проехать с этим мясом в тот же Крит, причем на тот же склад. Очень здорово. Заплатят $400, разгружусь на этом складе, дальше не отъезжая от двери, меня загрузят далее на Индиану. Круто! Здесь будем загружаться. Получил я сразу дверь. Сейчас будем заезжать в любую из этих. Я встал в двери, и перед носом вот такой вот флажок установили, чтобы я вдруг не вздумал ни с того ни с сего с просони уехать вперед. Безопасность превыше всего. Готово. Едем разгружаться. Через 2 часа буду на месте. Я подъезжаю к месту выгрузки. Буквально пару часов, 120 миль от точки А до точки Б, и я на месте. Это лучше, чем ехать пустым до этого же склада, до этого же предприятия. Пару сотен лишних в кармане не помешает. Я здесь же на этом складе буду и загружаться на Индиану, но посмотрел по документам, у меня в 9 вечера почему-то назначена загрузка. Но очень надеюсь, что меня загрузят сейчас, потому что сейчас час дня, и не хотелось бы торчать весь день до самого вечера, чтобы меня загрузили. В общем, как всегда, надеемся на лучшее, ну а там уже посмотрим, как получится. На разгрузку сразу дверь получил. Дверь номер 7. Ну а как загружать будут, быстро или нет, время покажет.